Привет, с вами Алена, а в гостях у нас молодой человек, который не в первый раз получает удар пальца и случается гематома. В этот раз его привела девушка к нам, потому что является нашей подписчицей и клиенткой салона. В общем, она сказала ему, что нечего дожидаться, когда все само отвалится, и будем зачищать. Поэтому сегодня вас ждет полная зачистка ногтя, и от него совсем-совсем ничего не останется. Могу сказать, что молодой человек работает вахтовым методом, и где-то там на его достаточно сложной, тяжелой работе в процессе перетаскивания некой металлической трубы, не будем углубляться, что и зачем он куда носит. В общем, уронил, и вот случилось то, что случилось. Относится он к этому весьма спокойно, говорит, такое уже бывало и на этой, и на другой ноге, и решал он этот вопрос очень легко. Как легко. Он дожидался, когда гематома успокоится, высохнет, пройдет, и срезал ноготь. Не таким, может быть, аккуратным способом, но, тем не менее, у него это получалось уже 1 или 2 раза, по крайней мере. Но так как девушка настояла, конечно же, он не стал сопротивляться, ведь так будет быстрее, удобнее и точно совсем не опасно. Потому что, когда начинаешь делать это самостоятельно, во-первых, себя не жалко, я уже не раз об этом говорила, то есть там где-то можно потерпеть и что-то еще, и очень часто бывает дополнительная травматизация. А во-вторых, если дожидаться, пока подсохнет и, пройдет гематома, если можно так выразиться, ноготь можно сорвать, и тогда тоже будут не очень хорошие последствия. В общем, нами было принято решение полностью удалить остатки ногтевой пластины, так как она является полностью умершей, там нет никаких связей с ногтевым ложем. Ноготь никак не присоединен, а, соответственно, там полное отслоение, тот же самый анихолизис, если хотите. В общем, там есть полость, и, конечно, всегда присутствует риск присоединения вторичной инфекции. Поэтому лучше, конечно, здесь все убрать. Как видите, ни воспаления, никаких ран уже ничего не осталось, и нам остается лишь срезать эту мертвую, ненужную часть. Процедура является безболезненной. Анестезию, обкалывание и все, что вы обычно спрашиваете, мы не делаем по причине того, что это просто не требуется. Главное, острые кусачки и немножко терпения, потому что режем маленькими кусочками, чтобы не сдвинуть и не выдрать те самые маленькие остаточки ногтевой пластины. Естественно, не забываем, чтобы все было чистенько и стерильненько. В процессе промываем и обрабатываем, убираем всю пыль и весь мусор. И вот так выглядит наш лысенький ноготочек. Точнее, пальчик без ногтя, не совсем правильно я выразилась. То есть вот так выглядит лысое ложе без ногтя. Но он обязательно отрастет, и все будет хорошо. А у нас дальше есть еще одна неприятность на этих ножках, которая тоже, кстати говоря, на том же самом пальце у него с другой стороны есть большой натоптыш, который сильно беспокоит. Дело в том, что в связи с работой ему приходится носить специальную обувь. Есть некая униформа, рабочая одежда, в которой необходимо работать. И там не очень удобные ботинки, и, в общем, случаются вот такие вот неприятности, у него периодически появляются эти мозоли. Он попросил ее убрать полностью, потому что доставляет она сильный дискомфорт. Конечно, мы стали рассказывать, что необходимо установить разгрузку, постоянно ее держать на этом месте. Но он сказал, что он не собирается этим заниматься, потому что у него нет столько свободного времени и вообще много дел. Но, сами понимаете, мужчины не всегда к этому серьезно относятся, у них только одно желание, или само отвалится, или срежьте мне, давайте, и все будет нормально. Поэтому мы решили отправить его к ортопеду. Нужно думать, как в его рабочую обувь установить специальную следку, потому что нам все-таки надо дать ему разгрузку, так как он категорически отказывается носить ее самостоятельно, значит, нужно организовать ему эту стельку. А сейчас можно наблюдать ювелирно срезанный натоптыш, вот такой здоровенный кусь,
И дальше необходимо будет дорезать маленькие кусочки по бокам, то есть чтобы не оставалось кратера, а нужно обязательно все сгладить. К сожалению, такие манипуляции снимать крайне тяжело, то есть там прям вот максимально не с руки, поэтому прошу понять, простить и принять. Кстати говоря, за работой мастер Елена. И сейчас будем зашлифовывать под диском эти границы для того, чтобы ничего не цеплялось, чтобы при дальнейшей эксплуатации стопы, ноги точно не пошли дальше никакие шелушоньки и не цеплялось это все вокруг. То есть заглаживаем, зашлифовываем, зализываем, если хотите. Главное, чтобы было все ровненько. После чего, естественно, идет антисептик, проверяем на чистоту. И иногда бывает такое, что после проверки видишь, что осталось что-то на десерт, поэтому немножечко дорезаем. Ну а наше видео подходит к концу. Не забывайте подписаться и поставить лайк. Давайте все вместе пожелаем ему скорейшего, не выздоровления, но восстановления, и напишем, что все-таки надо бы сделать разгрузку, носить ее и, конечно, использовать стельки. Ну а с вами была Алена, за работой мастер Елена. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока и до новых встреч!